Всем привет! В данном ролике сравним подробно два двухтактных лодочных мотора Yamaha 9.9-15 и Suzuki 9.9-15. Данные моторы очень популярны, и многие не знают, какой же мотор приобрести из этих двух. По своим характеристикам они очень похожи, в чем-то даже одинаковые, но также у них есть плюсы и минусы. Попробуем разобраться, в чем же отличие данных лодочных моторов. Моторы не самых популярных сейчас. Многие ребята, когда хотят купить мотор, сомневаются, что же им взять. Вот мы сейчас попытаемся. Есть ролики на эту тему, но я немножко не согласен по некоторым вопросам. Сейчас будем все сравнивать максимально объективно, постараемся это сделать. У Yamaha 39 килограмм, у Suzuki 36 килограмм. Именно перетаскивание, поднятие мотора. Вот Suzuki, у нее есть ручка. Это очень удобно, на самом деле. Так, вот Suzuki. Ну, в принципе, нормально. Сейчас возьмем с Yamaha, проделаем то же самое. Ну, Yamaha потяжелее, я скажу честно, потяжелее. Ощутимо потяжелее. Но вот я для себя большой проблемы не вижу. Пункт 2. Рабочий объем. У Yamaha 246 сантиметров кубических, у Suzuki 284 сантиметра кубических. Соответственно, Yamaha будет менее тяговита на старте, и, соответственно, по тяге с места она проиграет. Ну вообще ты победил пока. У Suzuki бак 25 литров, у Yamaha бак 24 литра. У Suzuki ручка вот такая вот, она не очень неудобная с точки зрения выпирания. У Yamaha ручка встроенная. У Suzuki коннектор вот такого типа. Недостаток данного коннектора в том, что если его чуть-чуть задеть вот где-то, ну случайно, он может слететь. У меня такое пару раз было. У Yamaha коннекторы вот такие с защелкой. Их они самопроизвольно не слетают. Все китайцы копируют коннекторы Yamaha, поэтому если вы потеряли шланг или коннектор сломался где-то у вас, можно его купить практически в любом водомоторном магазине, такой коннектор. Suzuki немножко сложнее в этом плане. Так, мы видим груша Yamaha, достаточно большая. Так, берем Suzuki. На Suzuki груша поменьше. Соответственно, качать ей надо чуть подольше. Так, начнем с головы. У Yamaha колпак пластик, но более толстый. У Suzuki тоже пластик, но они облегчили конструкцию, соответственно, он более тонкий. У Suzuki поддон пластик, у Yamaha алюминий. По тактильным ощущениям моторы, я не буду врать, примерно на одном уровне. Я не могу сказать, что Suzuki покрашен хуже или вообще как-то ощущается хуже. То есть вот по винту, вот это оригинальный винт Yamaha 15 11 шага. Видим, лопасти толстые. Здесь мы видим оригинальный винт Suzuki. Сузуковский винт более тоненький, просто вот он на скоростные характеристики это скажется, конечно, положительно. При ударе такой винт сломать, конечно, будет проще. Забор воды у Yamaha, забор воды у Suzuki. Так, дальше рассмотрим подвеску мотора. Моторы находятся вот на такой трубе. Внизу у Yamaha демпфер резиновый, у Suzuki такой же резиновый демпфер. Демпферы верхние, они у Yamaha спрятаны вот здесь вот в Дэвид. У Suzuki они находятся вот здесь. Они примерно одной и той же конструкции. Переключение передач у Suzuki сбоку. Вот она ручка. У Yamaha ручка переключения передач спереди. Здесь преимущество, конечно, за Yamaha. У Suzuki есть вот такая вот удобная кнопка стоп на румпеле, которая дублирует чеку. У Yamaha кнопки стоп на румпеле нет, но сама чека находится
на румпеле, соответственно, тоже дотянуться до нее проблем никаких нету. Оба мотора хороши. Так, по открытию колпака. У Suzuki спереди вот такая защелка. Сейчас мы снимаем колпак. Снимаем колпак. У Yamaha, ну, на мой взгляд, более надежная. Но это на мой взгляд. Потому что она не выпирает за габариты корпуса в сложном состоянии. Соответственно, сломать ее, оторвать ее сложнее будет. Смотрим колпаки. Ну, у Yamaha колпак по ощущению, конечно, крепче и тяжелее. Ну, он и тяжелее, он и крепче. У Suzuki колпак раза в два будет легче. Структура моторов практически одинаковая. У Yamaha 2 цилиндра, у Suzuki тоже 2 цилиндра. Единственное отличие, что у Yamaha катушки, высоковольтных катушек 2 штуки. То есть каждая свеча идет на свой цилиндр. У Suzuki катушка одна высоковольтная. То есть можно провода перепутать, ничего не поменяется. Сузуковский коммутатор, ямаховский коммутатор. Вот он вот здесь находится. У Suzuki сам блок немножко крупнее. Вот видно, что сам блок, вот сама голова, она у Suzuki получается толще, ну не толще, выше. Вот, у Yamaha она ниже немножечко, более компактная голова. Конфигурация стартера, грубо говоря, одинаковая. Сам пластик на стартере одинаковый. Ничем здесь не лучше. Suzuki, ни Yamaha, никто не выигрывает в этом плане. Вот мне не нравится вот это. Я не сломаю твой мотор. Органы управления. У Yamaha вот здесь такая система тросов и тяг. У Suzuki вот она. У Suzuki, буду честным, Дэвид чуть тоньше, немножко тоньше. Не сильно. У Yamaha здесь металла явно больше, но она на 5 килограмм тяжелее. Где-то 5 килограмм нужно было сэкономить Suzuki. Вот они сэкономили на Дэвиде, на маховике и на колпаке. Струбцины примерно одинаковые. То есть вот здесь они не сэкономили на подвеске, на струбцинах они не сэкономили. Так, еще у Yamaha фиксация подъема мотора сбоку, у Suzuki фиксация мотора подъема спереди. Маленький плюс к Yamaha. Yamaha подключается к дистанции, у Suzuki подготовки подключения к дистанции нет. Дальше сейчас будем пробовать на воде. Скоростные характеристики, звук работы мотора, выход на глиссер и все такое прочее. Давай сейчас попробуем на малом ходу на трейлинговом пройти. Типа трейлингуем. Ну, на трейлинговом ходу, конечно, он хуже. Нет, слушай, на холостых он, конечно, шепчет. Так, трейлинговый ход. Вот на холостых его, ну, трясет, но не сильно. Вот если дать чуть-чуть газку, немножечко, тряски вообще практически нет. Так, вот Suzuki на холостых оборотах. Ну, мы видим, как ручка трясется. Смотри, у меня коленка даже трясется. Вот Yamaha на холостых оборотах. Сам мотор чуть-чуть вибрирует, но на румпель не передается ничего. Так, здесь, конечно, жесть. Ну, относительно чуть-чуть. Вывод понятен, но это не значит, что Suzuki плохой мотор. Сравниваем Yamaha и Suzuki на одной и той же лодке флагман 350 с минимальной загрузкой.
Я пошел! Yamaha получается быстрее примерно на 2-3 км в час. Лодки одинаковые, выдаем одинаковые, время съемки, погодные условия, все совпадает. Пока максимальная скорость 46,6. 33. 35. По скорости разницы никакой. Да. Сейчас еще раз замерим скорость с Ямашкой 15-й. 11 винт, скорость лодка флагман 350, загрузка 2 человека по 95, плюс бак 12 литров. Мотор чистая пятнашка, без всяких раздушек. Готов? Да. Итак, подводя итоги, каждый выберет себе мотор по душе. К плюсам Yamaha можно отнести более приятный звук работы, меньшая вибрация на холостых оборотах, генератор базовой комплектации с выпрямителем, более легкая раздушка мотора с 9 до 15 сил, большая скорость на легкой лодке, более крепкая конструкция, наличие запчастей. К плюсам Suzuki можно отнести более легкий вес, большая тяга за счет рабочего объема, удобная кнопка стоп, 11 винт в базе и более низкая цена. Какой мотор выбрать, это уже каждый решит для себя самостоятельно. Напишите в комментариях, какой вам мотор больше нравится. И всем пока!